Салют! Время подкрепиться чем-то полезным и изысканным. Сегодня в ход пойдут 3 спелых томата. Режем их кольцами. Так. Водянистая середина здесь явно лишняя. Нам нужны только бортики. Убираем семечки. Если у вас нет подобного приспособления, используйте небольшой стакан или крышку. Кстати, этот процесс отлично помогает выместить всю негативную энергию на помидорах. Надеюсь, томаты не будут на вас в обиде? Нам просто жизненно необходимо порубить мякоть на мелкие кусочки. Готовую массу отправляем в тарелку. Ей нужно прийти в себя. Давайте тем временем нарежем чеснок или зеленый лук. Мы выбрали последнее. Так получится намного живописнее. Зеленый цвет отлично умиротворяет после антистресс-процедур. Кладем зелень к томатной массе. Берем пару яиц и разбиваем прямо сюда. Не стоит с ними церемониться. Устроим им настоящую встряску. Да, но прежде добавим соль и молотый перец. Чтобы загустить массу, используем муку. Нам нужна 1 столовая ложка. На этот объем будет достаточно. Высыпаем, берем в руки венчик и погнали. Придется взбивать очень тщательно, халтурить нельзя. На сковороду кладем сливочное масло и распределяем его по поверхности кисточкой. Не думайте, что такими пользуются только художники. На кухне они тоже занимают почетное место. Отправляем томаты на разогретую поверхность. Внутрь каждой заготовки кладем яичную смесь. Она должна заполнить все кольцо доверху. Стоит быть аккуратнее и не лить ее мимо. Но если такой казус все-таки произошел, не будем расстраиваться. Назовем это авторской подачей. Так. И еще. Отлично. Стоит поторопиться. Некоторые колечки уже поджарились, а мы еще не закончили. Непорядок. Выкладываем все до конца и оставляем жариться под крышкой в течение 2 минут. Ну что, начинка схватилась. И это благодаря яйцам и муке. Наша задача – аккуратно перевернуть каждое кольцо и положить обратно на сковороду, а не уронить на пол. Увы, такое иногда тоже случается. Добавим нотку изысканности. С этим нам поможет овечий сыр манчего. Не слышали о таком? Ну и ладно. Возьмите любой полутвердый и не обязательно овечий. Коровий, да, коровий тоже подойдет. Поддержим еще немного томата на сковороде, чтобы они дошли. Готовое блюдо посыпаем луком. И если вы предпочли чеснок, самое время добавить и его. Мамма мия, это шедевр! Быстрее перемещаем все кольца на тарелку, на них больше невозможно спокойно смотреть. Но согласитесь же, в этом блюде очевидно прослеживаются итальянские мотивы. Ведь там очень любят и томаты, и сыр. О, у-ля-ля! Просто пальчики оближешь. Смотрите больше рецептов в других видео. Чао!